Приветствую, дорогие друзья! Собралась силами. Надо закончить мастер-класс по зебре. Приятно, что вы вяжете, ждете. Итак, осталось нам связать платье. Вязать я буду спицами номер 2 и 5, самые обычные чулочные спицы. Ниточка будет вот такая же, как ушки я вязала. Напомню, это нитка Этамин 456 цвет. Сейчас сориентирую вас по размерам. Вот, а вы уже, если что, померяете и подставите свои значения. На экране вы увидите, я напишу все значения, ну и вам продиктую. Обхват груди я мерила сантиметровой лентой, получается 11 сантиметров. И 1 сантиметр на свободу движения, так сказать. По бедрам получается 12 сантиметров и 2 сантиметра на свободу движения. Померила. Вот здесь будет горловина 2,5 сантиметра у меня. Также длина платья от горловины до низа это будет 10 сантиметров, а от проймы до низа это будет 7 сантиметров. Карманы еще будут здесь, вот, чтобы хорошо поместилась ручка. Вот это я по ходу дела расскажу. Теперь, что необходимо сделать? Нужно связать образец и померять количество петель. Как это делаю я? Я вяжу образец, там, например, 10 на 10, можно поменьше. Вот, и меряю, прикладываю к образцу сантиметровую ленту, вот как он есть в этом же виде, и меряю. Вот у меня, например, в 5 сантиметрах получилось 18 петель, а в 1 сантиметре 4 петли. Дальше я растягиваю образец и меряю заново. И вот в растянутом виде у меня было 5 сантиметров 15 петель, а в 1 сантиметре 3,5 петли. И теперь я высчитываю 14 сантиметров в нерастянутом виде. И в растянутом виде должно получиться 4 значения. То есть там пропорции. Берем, например, 5 сантиметров это 18 петель, 14 сантиметров. Получается, чтобы узнать 14, мы умножаем на 18, делим на 5. И получается там 54 петли. И таким образом у нас должно получиться 4 пропорции. Мы вычисляем. Вот у меня, например, 14 сантиметров. Это получается 54 петли, плюс 56 петель, плюс 42, плюс 49. И я делю все это, складываю и делю на 4, то есть среднее арифметическое. У меня это получилось 49,35 петель. И округлила я, и получилось 50 петель. То есть вот по бедрам я буду начинать снизу вверх. Вот мне нужно будет набрать 50 петель. Потом 12 сантиметров вот здесь по груди у меня получается таким же методом, я вычислила пропорциями. Просто вместо 14 подставляла 12 петель. У меня получилось 42,3 петли. То есть я округлила, сделала 42 петли. Вот это для того, чтобы вычислить убавки. Вот здесь, которые я буду делать. Дальше высота. Еще вот здесь вот получается, где по горловине, это у меня 2,5 сантиметра. Соответственно, умножаем. Получается 10 петель здесь должно остаться. И высота. То есть у меня в 1 сантиметре получается 5 рядов. И вычисляем вот эти. Вот это значение, это будет 38 петель. И вся длина, это у меня, 38 рядов. И вся длина у меня будет 50 рядов. То есть вам необходимо вычислить, если вы вяжете просто из другой пряжи, необходимо вычислить вот эти вот все мерки, снять,
чтобы вы знали, какие делать убавки, сколько, где и на какую высоту вязать. Надеюсь, не запутала. Если запутала, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я постараюсь объяснить. Теперь приступаем к вязанию. Я буду набирать на спицы. Вот здесь буду вязать снизу вверх 50 петель. Сейчас покажу, как я делаю. Взяла 2 спицы 2,5. Можно набор делать на спицах номер 2, но я буду и набирать, и вязать спицами 2,5. Теперь ниточку берем, как обычно, для вязания спицами. То есть здесь идет коротенькая. Много мы не оставляем, потому что расход будет идти по этой ниточке. Вот это идет к клубку. Можно по-разному делать набор, петли начинать. Я делаю так. То есть завожу 2 спицы вот сюда, через эту, делаю первая петелечка, затянули. И теперь вот эта ниточка, она будет вот здесь на большом пальце. Это длинная от клубка, вот здесь на указательном. Необходимо просто связать вторую петелечку. Вот короткую ниточку я держу вот этими пальцами. Вот сюда завожу и сюда. 2 петелечки на спицах. Одну вытягиваю. И теперь вяжу вот таким образом. Вот этим хвостиком потом будем сшивать ряд. Завожу. Я не помню, как называется этот набор. Ну, покажу, как делается. Между петельками вставляю спицу и вытягиваю петлю вот между петельками и надеваю ее сюда. И затем следом между вот этими двумя вставляю между петелечками петелечка и на спицу, не затягиваем. И вот таким образом я набираю 50 петель, чтобы 50 было всего между петелечками. И вот так продолжаем. Принцип, надеюсь, понятен. Еще одну покажу. Набираем, пока будет необходимое количество петель. По вашим расчетам я набираю 50. Итак, вот я набрала 50 петелечек. Такой край получается. Теперь будем вязать первый ряд и распределять на спицы. Я буду вязать лицевой гладью. Вот первый ряд тоже будет лицевой. Вот эту последнюю петелечку набранную я также провязываю лицевой. И буду вязать лицевыми петелечками, распределяя на спицы таким образом: 12 петель на первой спице, на второй 13, потом 13 и 12. То есть 1, 2, 3, 4. Продолжаем. 12. Все, беру следующую спицу и продолжаю на следующую набирать. Не набирать, а вязать 13 петелечек. 1, 2, 3. И так вяжу дальше, пока распределю на 4 спицы. Продолжаем. Вот
на последнюю спицу 11 и 12 я тоже провязываю лицевой. Хорошо распределяем петелечки и выкладываем вязание, чтобы ничего не перекручивалось. Итак, вот я разложила, чтобы не перекручивались петелечки. Вот ровненько. И теперь вяжем сразу по кругу, начиная лицевой гладью, лицевыми петелечками. Вяжем 50 петель. Всего, чтобы получилось 10 рядов. Один мы уже провязали, это второй. На камеру не очень удобно, но надеюсь, видно. То есть вот таким методом провязываем включительно 10 ряд. Провязала 10 рядов, вот так выглядит. Теперь нам необходимо сделать расчеты для вычисления убавок. То есть вот тут платье будет заужено к пройме. Высота от низа до проймы у меня 7,5 сантиметров. В 1 сантиметре у меня 5 рядов по образцу. Получается, что на высоту вот эту 7,5 сантиметров мне необходимо провязать 7,5 рядов. То есть я 7,5 умножаю на 5 рядов. Получается 37,5 рядов. Приблизительно округлим, это 38 рядов. Минус 10 мы уже провязали, получается 28 рядов. Ширина у меня 50 петель, а по вот эта ширина 50 петель, а по груди 42 петли, когда делали вычисления в начале. И теперь получается, что разница 50 петель минус 42 петли это 8 петель. Так как я буду делать с двух сторон равномерно, то мы делим на две стороны. Получается 4 петли. 4 петли нужно сделать вот на вот этой высоте равномерно. Получается, что 28 рядов делим на 4 петли, получается 7. То есть в каждом 7 ряду я буду делать по одной убавке с каждой стороны. Вот. Спереди я оставлю 26 петель, а по спинке будет 24 петли. Шов будет сзади, посерединке, вот этот. То есть это считается будет у нас центр спинки. То есть получается, нам теперь необходимо провязать 28 рядов, и в каждом 7 ряду вот здесь и вот здесь сделать убавки. Сейчас провязываем 6 рядов, как обычно, точно так же, как и мы эти 10 рядов вязали. А в 7 ряду встретимся, я покажу, как я делаю убавки. Провязала еще 6 рядов, так получается. И теперь в этом 7 ряду мы будем делать убавки. Убавки я делаю равномерно. Одну петлю буду забирать, получается, ну, соединять, вернее, одну петелечку с этой спицы и одну с этой спицы. Так как здесь 12 петель, провязываю 11 лицевых. 1, 2, 3. Продолжаем. 10, 11. Теперь я эту петелечку просто переснимаю пока сюда. И теперь 2 вместе провязываю просто лицевой. Получается, на этой спице у нас будет 12 петель.
12 на этой провязываем лицевой и 12 на этой провязываем лицевой. Затем будет убавка. Провязала. Теперь вот после вот этого начала ряда у нас на 3 спицах сейчас по 12 петель. И вот эту петелечку нам нужно соединить вместе с этой, убавить. Я ее переодеваю на вот эту 3-ю петлю, на вот эту 4-ю спицу, последнюю. Вот, и теперь провязываю. Делаю убавочку под 2 петли. И 11 оставшихся петель довязываю до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все, и довязали до начала ряда. Теперь у нас на каждой спице получается по 12 петелечек. С этого ряда мы будем вязать отдельно спинку, отдельно перед, для того, чтобы были отверстия для карманов. И также в этом ряду сделаем отверстие для хвостика. Теперь для того, чтобы сделать отверстие для хвостика по центру, я переснимаю одну петелечку вот сюда и закрываю 2 петли. То есть вот здесь я вяжу за задние стеночки. 1, снова это сюда, и закрываю 2. Здесь у нас остается 10 петелечек. Провязываем их лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь вяжем перед 24 петелечки. Я их сниму уже на одну, ну вернее провяжу, и будет на одной. Будем вязать поворотными рядами. Так, вяжем 1, 2, 3, продолжаем 12. И теперь просто с этой спицы продолжаю вязать. 13, 14, 15, продолжаем 23, 24. Так, вот получается у нас 24 петли, это перед, сейчас будем вязать его вверх, а здесь спинка. Итак, перед продолжаем вязать поворот, и теперь 24 петли изнаночными. Первую я снимаю, кромочную, и вот таким образом вяжу изнаночными. До конца ряда. Довязываю изнаночный ряд 23, 24.
4. Вот так получается. И это мы, получается, провязали еще 2 ряда из тех 7. В 7 нам нужно будет делать убавку. Теперь вяжем 3 ряд лицевой, 4 изнаночный, 5 лицевой, 6 изнаночный. Провязываем по 24 петли и встретимся в 7 ряду, сделаем убавки. Да, напомню, первая и последняя это кромочные. Первую снимаем, последнюю провязываем изнаночной. Провязала. И теперь делаем убавочки. Это у нас получается 7 ряд. Так. Я буду делать сразу, не после кромочной, а сразу убавку. Вот так, 2 вместе. Провязала. Теперь вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 2 вместе изнаночной. Провязали. И теперь вяжем первый ряд, это у нас будет изнаночный, второй лицевой и третий изнаночный. Мы провяжем и пока отложим вязание переда, будем вязать спинку. Провязала, ниточку не отрезаем. Сейчас поворачиваем к себе спинкой. И нам необходимо будет присоединить ниточку вот здесь, с правой стороны. Вот этот ряд мы уже провязывали с вами, когда переходили сюда на перед. Поэтому присоединяем ниточку вот сюда. И сейчас будем продолжать. Можно присоединить крючком, завязать на узелочек. Ну, я просто присоединю и сразу буду провязывать с первой петелечки. Итак. Вяжу лицевая и еще 10 лицевых провязываем. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть первую мы провязали и еще 10. Всего 11 лицевых петель. Теперь, так как мы здесь закрывали 2 петли, их необходимо добавить. Я делаю это вот так. 1 и 2. Набрали 2 воздушные петелечки. И дальше просто продолжаем оставшиеся 11 лицевых петелечек. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кромочную закрываем изнаночной. И вот такое отверстие для хвостика получается. Теперь поворачиваем
продолжаем вязать как обычно. Мы провяжем с вами второй ряд изнаночный, третий лицевой, четвертый изнаночный, пятый лицевой, шестой изнаночный. И в седьмом ряду, это будет лицевой, мы убавки не делаем, так как мы делали вот здесь спереди. Дальше провяжем снова изнаночный, первый, второй лицевой, третий изнаночный и отрежем нить. Я их считаю вот так все время: первый, второй, третий, для того, чтобы не путаться и в каждом седьмом ряду делать убавки, не забывать. Поэтому, если вы путаетесь, можете для себя считать по-другому. Мне так удобней, поэтому я считаю так и на экране напишу так. Да, и хотела напомнить, что первая кромочная снимаем просто, а последнюю провязываем изнаночной. Провязала спинку, вот там, где для хвостика отверстие. Теперь ниточку здесь я отрезаю, оставляю большой хвостик. Вот. И будем продолжать теперь вязать с того момента, где закончили, где оставляли ниточку. Итак, кромочную я снимаю, вяжем и распределять сразу будем снова на 4 спицы. На первой спице должно быть 11 петель, значит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, на вторую спицу тоже 11 петелечек. Это у нас перед будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 я провязываю здесь лицевой, так как мы будем сейчас соединять и продолжать дальше по кругу. Так, прикладываю теперь. Я пока не завязываю, узелки не делаю. Если необходимо, можете прикрепить и зафиксировать. Теперь спинка. Так, придерживаем. По спинке у нас будет 12 и 12. Так, вяжу здесь аккуратненько, чтобы ниточка эта не вытянулась. Так, 1, 2, подтягиваем, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И на оставшуюся спицу тоже провязываем 12 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 тоже лицевой, так как будем продолжать дальше по кругу. Сейчас необходимо поставить маркер вот сюда, чтобы не потерять начало ряда. Это где мы перед начинали вязать.
Вот я просто обозначаю вот здесь вот таким образом. Теперь продолжаем вязать просто по кругу. Значит, вяжем. Это был у нас 4-й ряд. 4-й ряд, это мы считаем, чтобы не пропустить в 7-м ряду убавку. Теперь 5-й ряд мы вяжем просто по кругу. У нас получается 24 и 22, это 46 петель. То есть по кругу вяжем 5-й ряд 46 петель, 6-й ряд 46 петель, а в 7-м будем делать убавки. Провязываем 2 ряда и встретимся. Провязала 5-й и 6-й, теперь в 7-м будем делать убавки. Перед провязываем без убавок, то есть 11 и 11 петелечек. И делать будем 2 убавки по спинке. Провязываем сейчас 11 петель и встретимся. Провязала, и теперь по спинке сразу делаем убавочку, 2 вместе петли. Так, вот таким образом подхватываем. Убавка 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И здесь тоже 10 лицевых и убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот остается 2 петелечки, и их я провяжу тоже просто за 2 полупетелечки. Здесь я наклон вправо-влево я не делаю, просто под 2 петли. Итак, у нас сейчас должно получиться на каждой спице по 11 петель. Это у нас была из 4 3-я убавка. И дальше вяжем по 44 петли, 6 рядов, а в 7-м снова сделаем убавку. Провязываем еще 6 рядов и встретимся. Провязала. Вот так получается. Это перед, спинка, для хвостика отверстие, для карманов. Вот так. И теперь это будет последний ряд, в котором мы будем делать убавочки. То есть это сейчас будет 7-й ряд, или же он 38-й ряд, последний из всех, что мы провязали до проймы. И убавочка это будет последняя из всех, последняя, то есть 4-я, которая нужна была для сужения платья. Итак, сейчас провязываем перед 11 петель и 11 петель. По спинке сделаем убавочки. Провязала перед. Дальше по спинке вяжем убавка. Просто за 2 петелечки, 2 вместе, вернее, провязываем. 9 лицевых петель, оставшихся на спице. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И на этой спице вяжем 9 лицевых петель
И затем убавка. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 осталось. И вяжу 2 вместе. Вот таким образом. Сейчас у нас получается всего 42 петелечки. 22 это спереди и 20 по спинке. На данный момент, напомню, мы провязали 38 рядов всего. Это до проймы. И теперь от проймы необходимо будет вывязать вот здесь перед такой. А спинку мы уже будем петелечки закрывать. Итак, это был провязан, напомню, 38 ряд, последний до проймы который. Теперь нам необходимо провязать 12 рядов и сделать убавки по регланной линии. И для того, чтобы вычислить, в каких рядах делать убавки, вычитаем. То есть по переду у меня сейчас 22 петли, должно остаться 10 петель по самым первым нашим расчетам. Итак, 22 минус 10 это 12 петель, то есть 12 петель нам нужно убавить. Так как мы будем делать убавки по двум сторонам, делим на 2, и получается нам необходимо сделать всего за 12 рядов 6 убавок. И это мы будем делать в каждом лицевом ряду. Итак, начинаем. Убавки мы будем делать в каждом лицевом ряду. Это лицевой ряд, поэтому мы сразу начнем с убавочек. Здесь я буду первую кромочную снимать петлю, затем делать убавку. И вот по регланной линии убавки должны смотреть по линии реглана. То есть с правой стороны я их буду делать с наклоном влево, а с левой стороны с наклоном вправо. Покажу один ряд, а потом, чтобы не затягивать видео, уже сделаем самостоятельно, провяжем. Итак, первую кромочную снимаем. И чтобы сделать убавки с наклоном влево, я вот эту петлю переснимаю. Следующую провязываю лицевой. И теперь вот эту петелечку просто накидываю сверху. Вот такая убавочка получилась. Продолжаю вязать, пока останется 3 петли на вот этой спице, на следующей, то есть здесь. Все провязываю лицевыми. Вот. Также буду вязать уже поворотными рядами, поэтому продолжаю вязать на эту же спицу, этой же спицей вернее. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Остается 3 петелечки. Теперь, чтобы сделать с наклоном вправо, вот я их просто провязываю 2 вместе. Вот таким образом. И идет наклон вправо. Последнюю кромочную я провязываю изнаночной. И вот так получается. Теперь это был первый ряд. Нам всего нужно провязать 12.
То есть здесь убавки сделали, получается 20 петель. Изнаночный сейчас поворачиваем, провязываем изнаночным 20 петель. Поворот, сделаем в лицевом ряду снова убавку, то есть кромочную снимаем, убавку делаем с поворотом, с наклоном вернее влево, провязываем, убавка с наклоном вправо, кромочную снимаем. Изнаночные вяжем без изменения, без убавок. И так нам необходимо провязать всего 12 рядов. 12 это будет последний ряд изнаночный, и на спице должно будет остаться 10 петелечек. Встретимся, когда провяжем. Я провязала, вот так получается. Теперь необходимо взять кнопочку, которая у вас есть, которую будете использовать, и приложите, посмотрите, насколько петель вот эта кнопочка, сколько петель эта кнопочка будет занимать. Вот, например, здесь она получается у меня как бы 3 петли занимает, но еще по одной петле необходимо добавить, то есть всего 5 петелечек. Итак, запомнили. Теперь здесь на спицах у меня 10, поэтому мне необходимо будет закрыть 5 петель, а на 5 петель я буду вязать шнур айкорд. Закрывать я буду лицевыми за задние полупетелечки. Так, одна, переодеваем сюда, снова переснимаем. Не затягиваем. Вторую закрыли. Третью. Четвертую. И пятую. И теперь 4 до конца ряда я довязываю лицевыми. 1, 2, 3. И последнюю тоже провяжу лицевой. 4. Теперь на вот эти 5 петелечек, из вот этих 5 петелечек буду вязать шнур айкорд. Для этого сдвигаю вот сюда спицу и, не поворачивая полотно, вяжу лицевыми. Вот, начиная с первой петли. Ниточка здесь у нас, а я вяжу с первой петелечки вот сюда. Так, и хорошо подтягиваем. 1, 2, 3. Если спицы вот эти сзади мешают, можно их на одну переснять. Так, 3, 4 и пятую тоже лицевой. Провязали 5 петель, снова сдвигаем в начало и вяжем точно так же, снова лицевыми. Если у вас кнопочка поменьше, вот здесь я на этом платье у меня кнопочка была поменьше, и я вязала здесь шнур из 4 петель. Поэтому вы смотрите, может вам нужно еще побольше или поменьше. Вот. И таким образом сейчас провяжу, покажу, как получается. 2, 3. Сейчас на камеру не очень удобно. 3, 4,
5. Каждый раз мы сдвигаем и вяжем лицевыми. Сзади будет тоже получаться шнурочек красивый. Вот. И теперь необходимо провязать. Я вяжу на длину 7 сантиметров. Вы можете по мере вязания померять платье на вашу игрушку и посмотреть, какую длину вам необходимо сделать, чтобы вот этот вот шнурочек проходил за головой, то есть по шее, и вот сюда доходил. Здесь мы пришьем кнопочку, и вот так вот будет здесь пристегиваться. Вот, кстати, кнопочка так будет помещаться. Я когда свяжу, покажу в готовом виде. Все время сдвигаем и вяжем лицевыми, без поворотов. Провязала 7 сантиметров. Вот. Получается с обратной стороны вот так аккуратненько тоже. И теперь закрываем таким образом петелечки. Снимаем на крючок. 3, 4, 5. Вот так. Хорошо подтягиваем. Ниточку закрепляю. Вот так. И вот этот хвостик прячу с помощью иголочки вот сюда внутрь. Спрятала ниточку. Сейчас примерю на зебру. Вот так выглядит платье. Хвостик сюда. В отверстие как раз хорошо помещается. И вот так бретелечка это идет. Вот таким образом прикладываем и как раз вот сюда. Вот здесь будут карманчики. Теперь прикрепляем ниточку вот сюда по спинке и будем закрывать петли. В этот раз ниточку я привяжу. Вот здесь ее внутри закреплю. Вот так. И закрываю петли просто как обычно за задние стеночки лицевыми. Так, одна. Тоже сильно не затягиваем. Сейчас это уберу. И таким образом продолжаем до конца. Вот так получается. Закрываю последнюю петелечку. Закрепляю крючком. И ниточку отрезаю. Теперь необходимо обвязать. В принципе, и так красиво получается. Вот здесь. Но я еще обвяжу крючком.
вот здесь вот эту всю часть, начиная от сюда обвяжу столбиками без накида. Присоединила ниточку. И теперь просто столбиками без накида обвязываю по кругу, не затягивая. И буду ввязывать все вот эти ниточки, ну вот эту вот ниточку вот сюда. Обвязываю по кругу сюда до шнура. Вот здесь в угловую делаю 3 столбика без накида, чтобы был поворот, уголок. Вот здесь по спинке, это я уже провязала регланную линию, по спинке я под петелечки подхватываю вот таким образом под косичку. И вот так будет выглядеть. Вот сделала 3 столбика без накида в угловую петелечку. И теперь то же самое под косичку продолжаю вязать последние столбики без накида. Еще 2, 1, 2, и сюда сделаю соединительный столбик, закрепляю и вот этот хвостик спрячу в шов вот сюда вниз. На данный момент мастер-класс я завершу. Мы, в принципе, основную часть связали. В следующем видео свяжем карманы, пришьем кнопочку, сделаем вышивку. Ну, вот эти все ниточки тоже спрячем потом. Вот эту ниточку, в принципе, можно сейчас спрятать вот сюда в шов. А вот эти ниточки будут ввязываться, когда мы будем делать карман. Я надеюсь, видео было понятным. Если вдруг возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Я постараюсь ответить. Не обещаю, что сразу, но очень буду стараться. Благодарю за внимание и до скорой встречи. Пока-пока.